Атака ВСУ на морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума КТК ударит прежде всего по интересам западных нефтегигантов, которые контролируют все 3 мегапроекта в Казахстане. За 2 месяца сниженной работы КТК те потеряют более 800 миллионов долларов выручки. При этом перенаправление нефти по другим направлениям будет крайне ограничено, считают эксперты. В субботу ВСУ атаковали морскими дронами морской терминал КТК, через который экспортируется 80% казахстанской нефти. Из строя вывели одно из 3 выносных причальных устройств ВПУ. И в работе остается только одно. Третье находится на ремонте. 2 новых ВПУ сейчас изготавливаются на верфи в Объединенных Арабских Эмиратах. И их ожидали получить в январе. По последним данным, как сообщает телеграм-канал «Нефть и газ Казахстана», Drudok World Dubai сдаст новые устройства в декабре. С учетом установки, пониженные загрузки на КТК могут продлиться 2 месяца. Что это будет значить для казахстанского экспорта? За 2024 год через морской терминал КТК отгрузили 63 миллиона тонн нефти. 54 миллиона тонн из них из 3 мегапроектов в Казахстане: Тенгиз, Карачаганак и Кашаган. Работа 2 ВПУ позволяла в 2024 году поддерживать среднесрочные загрузки на танкеры на уровне около 5,2 миллионов тонн, то есть 2 танкера в сутки. Опыт прошлых лет показывает, что в конфигурации одного ВПУ терминал способен переваливать около 3,5 миллионов тонн в месяц. Если работа на сниженном уровне продлится 2 месяца, то на танкеры не смогут загрузить за это время около 3,5 миллионов тонн нефти или более 25 миллионов баррелей. К сожалению, необходимо констатировать, что КТК практически не имеет альтернативы для Казахстана. Полностью перенаправить нефть через альтернативные маршруты, как заявила Минэнерго Казахстана, скорее всего не получится. Возможно, что в ближайшее время мы увидим рост загрузки трубопровода «Дружба», через который казахстанская нефть попадает в Германию, говорит аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко. Советник управляющего фонда «Индустриальный код» Максим Шапошников отмечает, что можно использовать транскаспийский маршрут через Баку, Тбилиси, Джейхан в Турцию. Но нужно расширять пропускную мощность портов и нарастить флот танкеров в Каспийском море. Да и стоимость транспортировки там втрое выше стоимости текущего маршрута. Можно увеличить поставки в Китай, но мощности малы. Третьей альтернативой являются поставки через Россию по нефтепроводу Узень от Ирау-Самара до Усть-Луги, говорит эксперт. Есть еще железнодорожные перевозки, но они физически не способны обработать объем, сравнимый с морской погрузкой. Поэтому в сумме альтернативные пути способны принять не больше 1 миллиона тонн нефти за 2 месяца. А оставшиеся около 2,5 миллионов тонн, это 18 миллионов баррелей, и будут чистой потерей экспортного потока. Оценить точно сложно. Предполагаем, что сокращение казахстанского экспорта составит не более 30%, замечает Николай Дудченко. При оценке около $62 за баррель совокупный недополученный доход от экспорта нефти из Казахстана может составить за 2 месяца 1 миллиард 130 миллионов долларов. Часть объемов может быть отгружена позже, когда ВПУ заменят. Но рынок нефти живет в режиме непрерывного ценообразования, и задержки всегда ведут к потерям стоимости. И главное, часть танкеров просто не придет повторно. Логистические слоты будут уже заняты. Таким образом, даже кратковременное ограничение терминала приводит к реальной потере экспортной выручки более миллиарда долларов. А так как западные нефтегиганты Chevron, ExxonMobil, Shell, Eni и другие контролируют все 3 мегапроекта в Казахстане, то львиная доля неполученной выручки придется на них более 800 миллионов долларов. Особенно чувствительно это будет для Chevron, для которой тенгизское месторождение одно из основных. Американская компания контролирует там 50% проекта. Еще более 300 миллионов долларов могут составить потери Казмунайгаз. Ведущий аналитик ФНЭП и эксперт финансового университета при правительстве России Игорь Юшков замечает, что выпадение выручки у западных компаний скажется на том, что они меньше налогов заплатят Казахстану. В итоге удар по бюджету Казахстана будет, считает ведущий аналитик ФНЭП. Но это может быть еще не все. Перенаправление части объемов и мощности хранения в Казахстане и на КТК позволят не сбавлять объемы добычи в стране, но максимум на месяц. Далее компаниям придется вносить уже корректировки в график добычи. В этой ситуации положительным будет только тот факт, что Казахстан сможет наконец
выполнит свои квоты по ОПЕК+, и прекратит нарушать условия сделки. В ближайшие несколько месяцев просадка экспорта будет иметь место, но думаю, что к февралю поставки вернутся на прежние уровни. Если, конечно, гражданское судоходство в Черном море не будет парализовано постоянными атаками, добавляет советник управляющего фонда «Индустриальный код» Максим Шапошников. Вот такие вот союзнички у Казахстана. Ну что ж, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и обязательно оставляйте свои комментарии.